Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас легенда, в принципе, игры нашей, да, танков. Это КВ-2, прокачиваем проходная ветка, тяжелый танк СССР, советский, да. 152 миллиметра фугасница орудия, просто супер танчик с особым геймплеем и, конечно же, фановая машина. Вот, сегодня полноценный гайд, у нас обзор этой тачки. Ну и начнем мы его, конечно же, с бронирования КВ-2. Погнали глядеть. Итак, вот наш КВ-2. Только пушка что-то здесь какая-то неправильная. Ну-ка, вот тебе правильно. Так, ну что, давайте смотреть по броне. НЛД у нас 75, приведенки 8,6, конечно же, мало. Стык у нас 114, еще вот такая часть у нас есть плиты на стыке ВЛД, переходящие 119. 40 мм ВЛД, да, 56 бронирования ВЛД в приведенке, жуть как мало. Подбашенная рубка 82. Бронеплита самой башни 75, щеки, это единственные самые мощные места этого танка, 221. Вот, а маска у нас закругленная, соответственно, вот эти вот части по 90 миллиметров у самой маски, вот эти краевые по 93, маска орудия 200. Достаточно крепкая, здесь 253, а вот места вокруг маски, ну вот чуть ниже 230, а так-то и 110. Лючков у нас нет. Боковое бронирование 75 и для танкования от борта это более чем достаточно. Вот, поэтому ослабленные зоны это у нас НЛД, ВЛД, подбашенная рубка, сама бронеплита башни. Вот. А вот здесь уже начинаются приколы и сложности. И, соответственно, вот эти места еще бьются. Поэтому броня одновременно есть, а одновременно нет. Самое главное не стрелять этому танку в маску. Можно попасть в эти места и уж в щеки точно. Так, по основным модулям. Ставим мы пушку-фугасницу 6 левела, да, 700 альфа, 910 на чисто фугасе, 110 пробития основным снарядом, 136 голдой, 24 секунды на стоке пушечка у нас заряжается, 0,6 точности нет никакой от слова совсем, и время сведения длинное в 3,8 секунд. Но все это на стоке. По поводу башни. 75, 70, 17, скорость поворота на топовый выше, и обзор, по-моему, да, на 10 метров, поэтому башню-то качать обязательно надо. По поводу рации я всегда советую качать 360, а здесь у нас 440 метров, топовый двигатель у нас 640 лошадей против стоков 500, а это плюс к подвижности около 20%. Вот, ну и, конечно, топовый ходовой, чтобы быстрее на месте крутиться, а танк на месте очень вяло крутится. 20 градусов в секунду на топовый, и здесь у нас 16, это очень, так сказать, большая прибавка. По поводу оборудования. У нас какие минусы у танка, которые нам нужно улучшить? У нас очень долго сводится орудие, у нас долго заряжается орудие. И на все это можно накинуть вентилятор, который улучшит, в принципе, все показатели и те, которые я только что озвучил. Поэтому в основной слот ставим вентиль, ставим досел и ставим усиленный привод наводки. Вот, и еще даже добавим вот это вот, да. Так, по поводу снарядов. У нас есть осколочно-фугасный, вот, на котором в основном и играется эта машина. Летит медленно он, да, 525, но, блин, там такой ствол шириной в жизнь. Вот, есть бронебойные у нас голдовые снаряды с бронепробитием 136 против обычного фугаса 86. Кстати говоря, полезно держать какое-то количество штук. Ну и обычные бронебойные я, честно говоря, на этой машине не вожу. Вот. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, поскольку танчик горит и очень часто горит. Вот. Экипаж у нас огромный, 6 членов экипажа. Вот. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевое братство, дальше качайте, как показано в таблице. Я экипаж с топового танка, а у меня там
277 в основном сидит экипаж, да, еще какой-то я подсадил. Не переобучал на эту машину, поэтому у меня будут потери в технических характеристиках, но я это не делаю специально. Хотелось бы переобучать, но, блин, постоянно тратить кучу голды, гонять туда-сюда экипаж, такое себе удовольствие. Вот, по УВН у нас минус 7, что в принципе даже неплохо. Очень часто на совках этого и даже старших уровней у нас УВН минус 5, а здесь аж минус 7, и это неплохо реально. По живучести 960 хп меньше, чем обычно на тяжелых танках. Обычно 1050, 1080, 1060. Вот, ну, в принципе, сойдет, учитывая геймплей этой машины, да. По мобильности у нас 35 вперед, 11 назад, почти 12 лошадей на тонну. Мы не ставили турбину, потому что нет четвертого гнезда. Вот этот комплект оборудования очень нам важен. Медленный танк. По обзору у нас 338, и у нас штраф за командира был бы там 360 с чем-то. Ну и ладно. Плюсы и минусы танка. В целом, особый геймплей, супер геймплей, интересно, можно заваншотить танк. Танк огромный, танк очень высокий, в кустах его не зашкерить. Очень часто в кустах торчит полбашни. Это, конечно, минусы этого танка. Подвижность тоже минус танка, потому что он очень медленный. Вот. По пушке плюс, при всех ее минусах с точки зрения сведения, время заряжания, скорости полета снарядов, да, там много-много минусов. Точности конечной то же самое. Но выехал, разрядился, убил, возможно, танка, и у тебя уже, так сказать, в кармане какое-то количество урона, и порой очень немало. Вот. А что еще можно отнести к минусам? Это, ну, незаметность, понятно, обзор тоже понятно, минус, ну, остается только основной плюс, это пушка. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать, посмотреть данную машину. Актуальна она сейчас современным брендами. Как играет, может быть, попадем к старшему левелам, к 8. Актуальна эта машина или нет? Погнали. Так, попали на перевал, КВ-2 у нас. Проходная прокачиваемая ветка, советский танк, тяжелый, на фугаснице, особый геймплей. Фановая машина. Сейчас поедем ее пробовать. Так, единственное, конечно, мы даже не к семеркам, а к восьмеркам попали. Что уже не так-то говорю. Вот сейчас поглядим, как КВ-2 играется против восьмерок. Эмиль у нас, аппаратов сколько. Так, где же нам играть-то на нем? На леднике, на перевале. Сегодня у нас очень серьезная программа, Вася. Так, а кто-то вообще поехал? Поехали. Ладно. Чито, наш пошли поджим. Надо тоже идти. Это хорошо. Вот это плохо.
Понятно? Бизон красавчик. Да, Т-52, как заноза в жопе. Все, хорошо. Поползли. Вот так, опустят ниже плинтусы. Понятно или нет? Чтоб скрыть следы преступления. Их украли! Произошла кража! Нормально. Чай миль меня еще шлепнет. А может и нет. Ну чё, пока 1300 у нас урона. Ну блин, против восьмерок играем. Это Виталий Сергеевич, старший по смене. Получилось! Получилось! А чё, нормально? Восьмерок сколько мы зафармили? Две? 1400 урона. Ребята, шестерка против восьмых левелов. По-моему, достойно. Да, мы не в топе по урону, безусловно. Но, ребята, 6 и 8 левел играл, сейчас бился конкретно против восьмых. Тут даже что говорить-то. Ну-ка, чего у нас там? Так, ну да. Но все равно мы крутые. Ребят, пишите свои комментарии, как вам КД2. Наверняка у каждого в ангаре есть. И я считаю, что даже играя против восьмых левелов, эта машина актуальна. Играя против седьмых левелов, она актуальна. А против шестых, и не дай бог, пятых, вы просто уничтожаете машины противника. Вот такая вот шикарная тачка. Так что рекомендую держать в ангаре, не надо выехать покайфовать. Какое вы используете оборудование, пишите в комментариях. Если вообще в принципе у вас такой аппарат, вот, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. А мы этой машине ставим твердую пятерку. До скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.